Вы знаете, в нашей жизни, когда возникают именно эти неприятности, именно это предвещает деньги. Поэтому не спешите ругаться и помните, не все проблемы так уж и плохи, как мы думаем. Потому что иногда это подсказки от высших сил, которые помогут нам в жизни. Что это за такие неприятности, которые предвещают нам деньги, друзья? Все далее более подробно. Вы знаете, очень часто в нашей жизни появляются ни с того ни с сего неприятности. А это могут быть различные неприятности от того, что к вам на голову упала какая-то бяка в виде какашки от птички. Или бывает, например, кто-то с балкона вышли под балконами где домам, новострои, и кто-то разлил на вас что-то. Конечно, это очень неприятно, но когда вы узнаете, что именно такие так называемые неприятности могут принести вам деньги или хорошие новости, вы, конечно же, подумаете, а уже все в другом русле. Вы должны понимать, что не всегда те неприятности, которые возникают в нашей жизни, связаны с какими-то конкретными проблемами. Очень часто бывает такая ситуация, что высшие силы, ваш ангел-хранитель пытается вас остановить, пытается вам показать, чтобы вы не спешили, чтобы вы не стремились вот к той на данный момент цели, которую вы перед собой поставили. И для этого часто есть множество причин. Бывает так, что вы опоздали на автобус, на самолет, опоздали даже на работу бывает. И вы очень расстроены, потому что вы думаете о том, что таким образом на вас могут наложить какие-то штрафные санкции. С вами, может быть, руководство может проводить какую-то не очень приятную для вас беседу и так далее. Это, конечно же, неприятно. Но вы должны понимать, что иногда таким образом наши высшие спасители, наши ангелы-хранители помогают нам для того, чтобы мы стали немножечко сильнее на эмоциональном плане, что мы перестали переживать, нервничать, чтобы мы с вами двигались только вперед, а не смотрели, что у нас есть позади нас. Поэтому, друзья, например, давайте начнем с того, что бывает такая ситуация, что, возможно, вы порвали шнурки перед выходом из дома. Конечно, сейчас в нашем современном мире, как правило, есть много различной обуви, но все же сейчас в моду очень входит мода, где все спортивное, и знаете, что если у вас порвали шнурки, это говорит только о том, что в самом ближайшем будущем вы действительно сможете получить деньги. И поэтому не стоит так возмущаться и быть недовольным. И ничего страшного в этом нет, что у вас порвали шнурки, потому что это случается с каждым человеком. И если вы так будете принимать близко к сердцу, будете ругаться, будете недовольны, вы только испортите себе настроение, ну и больше ничего не добьетесь. Следующее, если вы разлили чай на стол. Очень важно, что если вы разлили именно сладкий чай на стол, это, знаете, при этом вы можете разлить как дома, на работе, в ресторане, в кафешке и так далее. Знаете, это к финансовым поступлениям. Следующая важная подсказка нам от высших сил – это разбить посуду. И вы знаете, многие люди знают о том, что если разбить посуду, то это к счастью. Но, знаете, если это произошло еще в ваш день рождения, то следующий весь год будет счастливым. Только не нужно в свой день рождения специально разбивать какую-либо посуду. Нет, это должно произойти спонтанно и не целенаправленно. Обращаем на это ваше особое внимание. Также, если у вас разбилась чашка, знайте, ждите хороших новостей. А вот если разбилось блюдце, то еще можете и ожидать приятную встречу. Поэтому не стоит расстраиваться, если разбилась особенно ваша, например, какая-то любимая чашечка или блюдечко. Знаете, это только к лучшему. Конечно же, бывает так, что все мы подпадаем под дождь. Где-то не взяли зонтик, где-то ни с того ни с сего, особенно в летнее время, бывает, нашла туча, прошел дождь, и, к сожалению, мы промокли до нитки.
Но знайте, что вот именно таким способом высшие силы говорят вам о том, что успех в любых начинаниях ждет вас в самое ближайшее время. Если у вас есть какой-то проект интересный, вы хотите открыть бизнес, знайте, у вас все получится. Также следующее, если вы потеряли кошелек. Очень часто сталкивались с тем, что если человек потерял кошелек, он расстраивается, он плачет, да, там деньги, там какие-то, возможно, бывают карточки, дисконтные карточки, банковские карты. Но вы должны понимать, что чем больше вы расстраиваетесь, что вы переживаете, вы тем больше отдаете энергии негатива и энергии разрушения. Поэтому, чтобы такого не было, потеряли кошелек или у вас его украли, не нужно расстраиваться, потому что это говорит о том, что в самое ближайшее время в вашей жизни откроются новые возможности, и вы сможете получить еще больше денег, чем было в кошельке. Бывает так, что человек перед собеседованием для того, чтобы устроиться на новую работу, потерял свой кошелек. Человек очень сильно расстроен, и он идет на собеседование чуть ли не весь в слезах. Но вы знаете, когда человек устраивается на другую работу, и он забывает о таком вот недоразумении, которое произошло в его жизни. Поэтому большая просьба, не нужно расстраиваться, если у вас вот произошло именно такое. Потому что, знаете, когда вы расстраиваетесь, вы таким образом несете негативную энергию в первую очередь в свою жизнь, не в чужую, а в свою. Поэтому, чтобы такого не было, вам в первую очередь нужно обращать внимание на себя и на те события, которые именно происходят в вашей жизни. Если у вас что-то в жизни не получается, что бы вы ни делали, как бы вы ни хотели, в таком случае не нужно расстраиваться, потому что иногда стоит так сделать, стоит иногда быть вот в таком вот состоянии для того, чтобы было в вашей жизни вот новое что-то, а вы вот зациклились, потому что у вас это пропало, исчезло, разбилось или так далее. Также, друзья, обратите внимание на тот факт, когда вы что-либо начинаете в своей жизни, обратите внимание на погоду. Очень часто бывает так, возможно, вы замечали, что, например, когда вы начинаете какое-то дело, или у вас свадьба, или вы отправляетесь в командировку, на собеседование, на какую-то новую работу, возможно, вы замечали, или начинает идти дождь, или снег. Знаете, хотя это не очень комфортно в плане удобства, но в плане удачи это очень хороший знак, потому что это говорит о том, что в вашей жизни обязательно все будет получаться и все будет хорошо. Поэтому, друзья, никогда не расстраивайтесь, если в вашей жизни наступают какие-то неприятности, потому что не всегда эти неприятности сводятся к тому, что неприятность равно неприятность. Иногда нужно что-то одно потерять или отступить назад, а потом получить от высших сил, от судьбы подарок в 2-3 раза больше и так далее. Поэтому не все проблемы так и уж и плохие. Также обращаем ваше внимание, если вы сейчас смотрите видео и у вас действительно какие-то проблемы, у вас действительно что-то не получается, а такое сейчас происходит у многих людей, запомните, эти проблемы, эти беды, эти несчастья даны по вашему энергетическому уровню, по вашему уровню силы. Вы действительно с ними по вас получится справиться. Конечно же, с любой проблемой, которая появляется в нашей жизни, вы не можете справиться за 3 секунды. Для этого вам нужно время. Поэтому вы не расстраивайтесь, не спешите. Особенно многие люди впадают в крайности, когда возникают проблемы, связанные с деньгами. Вы должны понимать, что когда у вас появляются именно проблемы с деньгами, проблемы в отношениях, именно в личных отношениях, это говорит о том, что вам нужно открыть свои глазки и посмотреть на то, что происходит вокруг вас. Потому что очень часто нашу удачу, наше денежное изобилие, наше финансовое благополучие ворует наше окружение.
И это может происходить, к сожалению, разными способами. Только мы закрылись в своем мире и не видим, как другие люди у нас это воруют. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Друзья, также хотим во всех поговорить за спасибо. Нам очень приятно, что вы нам действительно отправляете это спасибо через функцию на YouTube, потому что, знаете, вот получать вот таким образом энергообмен с вами, обмениваться энергиями, это очень круто. А для кого это интересно, друзья, под каждым видео есть такая функция «Спасибо» называется, и сердечко нажимаете и смотрите, как вы хотите нас порадовать. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами услышимся уже буквально в следующем видео.